Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу рассказать про плюсы жизни в Израиле. Пожалуй, самое важное изменение в вашей жизни коснется ее финансовой стороны. Почему? Потому что здесь очень большие доходы населения. В Израиле очень высокая минимальная заработная плата, меньше которой никто вам не может платить. Но это при условии, если вы работаете 8 часов в день и более. В Израиле вы никогда не останетесь без работы, несмотря на ваш статус. Работы здесь хватает в любой сфере. В сфере туризма, в финансовой сфере, в сфере хай-тека, оно же у нас называется IT, медицина. В общем, любую сферу возьми, хватает на всех. Эта работа начинается как от низкоквалифицированной, так и до высококвалифицированной. Однако, чтобы успешно подниматься по профессиональной лестнице, вам необходимо постоянно совершенствовать уровень владения ивритом. Ну, на крайний случай, вам необходимо знать английский язык, потому что во многих сферах общаются именно на нем. Еще одним плюсом я бы назвал положительное отношение к детям, да и вообще к жизни. Здесь всегда ориентируются на положительное. Если что-то разбилось, то кричат не что ты наделал, зачем ты это разбил, а все вместе стараются крикнуть «Мазаль тов», там, на удачу. И если это происходит где-то в большом количестве людей, то видно, как они стараются опередить друг друга и крикнуть это быстрее других. Я это воспринимаю как то, что какая-то вот у них ментальная прошивка другая. Они ориентируются больше на положительное, и это видно. К следующему плюсу я бы отнес то, что здесь в Израиле нету плохих профессий. Каждая профессия здесь хороша. Единственное, что здесь есть такое понятие, как тяжелая работа. Но здесь никто в школе не пугает детей, что если ты будешь плохо учиться, то ты станешь как тот русский дядя дворником или как та русская тетя уборщица. Здесь каждая профессия – это хорошо. Если человек работает, то это хорошо. Он платит налоги, он не сидит на иждивении у государства. В общем, тут нет никакой вот этой деморализации. А возможно, это все связано вообще из-за того, что все начинали здесь с какой-то плохой работы, да, поэтому и отношение здесь такое. Сегодня этот человек работает на плохой работе, ну а завтра он может уже стать каким-то бригадиром, а послезавтра уже и минаэлем, либо манкалем. Друзья, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, напишите комментарий, это будет очень полезно для продвижения этого видео. К следующему плюсу я бы отнес то, что здесь какое-то снисходительно добродушное отношение к людям. Менталитет, либо из-за того, что здесь очень много приезжих. Но здесь, если вы нарушаете какие-то правила, даже если полиция это видит, либо обычные люди, либо ваши боссы, они на все закрывают глаза и относятся к этому как-то по-простому. Максимум, что могут сказать, что вообще это делается не так, а вот так вот, да. Ну и все, как-то это все сглаживается. Это тоже не может не радовать. Но с другой стороны, это можно отнести к минусам, потому что многие считают, что вот эти восточные люди, они просто раздолбай. Они ко всему так и относятся, что сделал работу плохо, ну и фиг с ним, да. Нарушил там, перешел на красный свет, ну и фиг с ним. Поворотники в автомобилях вообще никто не включает, да, ездят тут как хотят. Поэтому это такой как бы двоякий плюс и минус. Но вообще, в принципе, все плюсы и минусы, их можно сказать, что это все разная просто сторона одного и того же. Из плюсов выходят минусы, из минусов выходят плюсы. Ребята, следующий плюс – это, конечно же, климат. Сегодня середина января, но посмотрите, насколько я просто одет, хотя сейчас там идут ребята, они вообще одеты в шортах. Здесь круглый год, либо жарко, либо просто тепло. Плюс 20, плюс 22 градуса. Также здесь территория большая, хоть и говорят, что Израиль маленький, но я его условно могу сравнить вот с помятой бумагой. Почему? Потому что здесь очень неровная плоскость, здесь очень много гор. И вот это как смятая бумага, вроде это маленький такой клубочек, да, но только из-за гор. Если же его растянуть и сделать из него прямое полотно, то в принципе Израиль не такой уж и маленький. Также здесь большая разница вот из-за этих гор по высоте. Из-за этого на севере есть горы со снегом, там где люди катаются на лыжах. На юге, где я сейчас, очень жарко. И есть средиземноморская часть, это центр страны, там где Тель-Авив. Также, что не может не радовать, это наличие целых 3 морей в стране. Это Средиземное, Красное море и Мертвое море. И все они располагаются настолько близко, что вы буквально за 2-3 часа можете добраться с одного моря на другое. В течение одного дня, сев на машину, либо в автобус, утром вы можете покупаться в Средиземном море, а уже вечером в Красном, либо наоборот, либо присоединить сюда еще Мертвое море. Это, конечно, не может не радовать. Плюс здесь климат именно такой лечебный. Многие сюда приезжают на неделю, на 2,
здоровее, платят большие деньги, да, чтобы оздоровиться. Но те, кто здесь живут и работают на несложной работе, представляете, насколько у них хорошее здоровье. К следующему плюсу проживания в Израиле я бы отнес то, что здесь, в принципе, не чувствуется какого-то привилегированного отношения к кому-либо, будь то начальник, либо там очень богатый человек, у которого бизнес, куча денег, крутые автомобили. Здесь почему так происходит? Потому что здесь первый момент – это нету отчества. И если у себя на родине вы привыкли к директору обращаться, там, Михаил Владимирович, там, Елена Леонидовна, либо еще каким-то образом, то здесь вы обращаетесь просто по имени, потому что отчества здесь просто-напросто нету. Давид, там, Итамар, ну, их имена, да, Ахмед часто, Мухаммед, здесь очень много в среднем звене начальников именно арабского происхождения. И ко всем вы обращаетесь именно на «ты». Что еще можно отнести к плюсам? Конечно, это спорный вопрос, но я бы отнес к плюсам то, что здесь выход из собственной зоны комфорта. Конечно, это происходит в любой стране, но здесь оно как-то дается все что ли проще. Вообще многие говорят, что именно в Израиле сбываются мечты. Люди что-то загадывают, и каким-то вот таким магическим образом оно сбывается здесь. Возможно, из-за этого все религии мира как-то вот эту землю считают святой и постоянно дерутся уже много тысяч лет. Именно здесь. Здесь какое-то вот переплетение восток и запад, юг и север. В стране вашей родины у вас, скорее всего, уже есть налаженный быт, есть какая-то работа. Возможно, вы работаете на ней много лет. Есть круг общения, там, друзья. Все вы знаете. Как платить коммуналку, кто за вас платит налоги, как происходить собеседование. Ну, в общем, все у вас налажено. Приезжая сюда, вам все это приходится делать заново. Вам необходимо понять менталитет людей, вам необходимо найти как-то общий язык, как-то выйти вот на тонкую вот эту грань юмора, чтобы вас начали понимать, смеяться. Это все больше сближает друг с другом. Также, естественно, здесь необходимо начинать учить новый язык. И тот, кто говорит, что якобы языки учат умные, ну, это неправда. Язык, не нужно быть умным, чтобы его выучить. Нужна просто хорошая память. Вот даже самый тупой человек может легко освоить язык. Ему просто нужна память. Просто запомнить, что вот этот предмет может называться на одном языке так, на втором так, на третьем так. И все. Тут не нужно ничего какой-то там высокой математики. Также здесь вы заново попробуете искать работу. Вы попробуете что-то здесь новенькое. Особенно здесь радуются айтишники и медицинские работники, потому что те, кто переезжает из Израиля, даже вот в Канаду, там оборудование стоит с 90-х годов. Это устаревшее оборудование. Если вы гражданин этой страны, вы получите настолько сильный паспорт, что вы сможете абсолютно без визы ездить, посещать половину стран мира. Вся Европа для вас будет открыта без визы. Канада открыта без визы. И многие арабские страны. Сейчас даже Дубай тоже сейчас становится безвизовой страной. Заключаются так называемые авраамовские соглашения. Поэтому вы можете просто, покупая билет через Aviasales или еще какие-то онлайн-сервисы, просто покупаете и летите ну куда угодно. Никто вас не остановит. Никто не будет думать, что вот вы сюда приехали в Канаду там, или в Германию, чтобы стать нелегальным иммигрантом, зарабатывать деньги. Если же украинец, белорус, либо русский хочет куда-то уехать, россиянин, да, ему везде нужна виза. Все думают, что вот он сейчас тут останется и будет работать каким-нибудь там охранником, да, в магазине, либо если эта девушка будет заниматься каким-то там проституцией. Вот, ну, постоянно вот такое мнение о русскоязычных. Об израильтянах такого, естественно, нету. Поэтому, к сожалению, многие, когда сюда приезжают, начинают как-то обосабливаться от русскоязычной вот этой коммуны, общаться только с местными, да, и делают вид, что они вообще русские не понимают, что нет-нет, мы больше не русские, мы не понимаем. Но это уже, скорее всего, к минусам относится, о которых поговорим в следующем видео. Следующим плюсом, ребята, я бы назвал медицинское обслуживание. Стоит она, конечно, дорого. Здесь есть различные страховки медицинские. Для граждан она одна, для туристов она другая, но обязательно ее платят все. И рассчитана она на все случаи жизни, начиная с каких-то производственных травм на работе, заканчивая даже тем, что страховка есть у учеников. Если ученик добирался до места обучения и там случайно упал, либо еще что-то там сломал, то ему будет оказана медицинская помощь. Также есть большие страховки именно на потерю здоровья, не дай бог. Но тут уже все по-хитрому. Если ваша нетрудоспособность составила 54 и более дней, тогда вам будут платить какие-то большие деньги. Но это мне сложно представить, что это должно произойти, чтобы 54 дня человек не работал, либо не учился, да, не мог этого делать физически.
Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий, возможно, я что-то забыл.